Тёма, поздоровайся. Привет. Что мы сегодня делаем? Мы едем в Пусан. Да, ура! Да, мы едем в Пусан, а у меня новый цвет волос. Правда, они пушистые, потому что плохо высохли, но вот так вчера получилось, что теперь я старик седой. Мы не выспались, сейчас 8 утра, мы проснулись и собрались за 15 минут, и вот мы здесь. У меня на глазах красивые блестки, но их не видно, потому что на меня не светит свет. Вот так. Красота. Мы в предвкушении, ночью даже уснуть не могли чуть-чуть от предвкушения. Но теперь мы сейчас сядем в машину и поедем. Сумки с собой взяли. В общем, предвкушаем изо всех сил. Самолет. Самолет. Где самолет? Сейчас я сниму самолет. Вон самолет. Как медленно летит. Маленькая точка в небе летит. Все, мы уже в пути. Смотри, как будто завис. Набрали себе еды. Вот Тёма ест сосиску в тесте. Вот тут у нас разные булочки лежат. Я пью кофе. Сейчас, ай-ай-ай. Вот такой в стаканчике. О, такой кофе. А еще у нас тут есть красивый кукурузный хлеб, который мы Тёме взяли. Такой. Вот. Будем все кушать. Такой у нас вид из окна. И еще у нас есть плед, чтобы мы не замерзли сзади, потому что у нас работает кондиционер. Погода немножко пасмурная, дождик даже накрапывал. А еще мы заезжали на мойку. Не вылази из машины, где моют всякими валиками и поливают из пшикалок. Вот, если еще что-то интересненькое будет, я сниму. Посмотрите, какие горы у нас из окна тут видно. Это что-то вообще. Я никак не могу привыкнуть к тому, что это так красиво, а ничего не видно. Вот здесь видно. И здесь не видно. Сейчас забор закончится. Вот, вообще. И здесь такая красивая природа. Все кустики такие ухоженные, цветочки повсюду, всякие необычные деревья, необычные кусты какие-нибудь. Вообще. Я как будто попала в какой-то райский уголок. Если смотреть на природу, что-то. О, гора. Похоже на вулкан.
приехали, но уже видно высокие дома. Парковки. И мы не могли найти наш отель, потому что здесь вот есть 3 лифта, но они едут только до 9-го этажа, а нам нужно было на 17-й. И оказывается, что если вот так чуть-чуть пройти, тут есть отдельный лифт для тех, кто едет в отель. А мы не знали. Поехали в больницу, и там стали у всех спрашивать, а как нам поехать в отель? И нас отправили. Вот. Это Тёма. Тёма сегодня уже себя лучше чувствует, у него уже нет температуры. Вчера еще чуть-чуть была, сегодня уже нет. Может, где-то на рынке поедем? Ой, нет. Я тут куча всяких тоже. Да, знаешь, как это надо так стоя кушать. Там воняет, там невкусно, я там это не ем. Пока всему угодить тоже, И не парятся, да? В подземный переход. Как бы не споткнуться, очень крутая лестница тут. Ой, длинная такая. В Москве так в метро спускались. А эскалатор только наверх. В Москве-то эскалатор в обе стороны, Потому что там везде. а тут ножками Здесь шагать. надо, они же любят ходить, это же полезно для здоровья. Ну да. Вот поэтому они везде ходят. Я просто люблю с таких лестниц падать, поэтому не очень их люблю. Я тоже. Я могу и без лестниц падать. Это рыбки. А, Рыбки. рыбки жареные тут. Орешки. Орешки. Машкета. И пахнет вкусно. А куда Дима пошел? А где они? Вот Дима. Нет, они. Не знаю. Вот, дай. А, Один ходит, как ну здесь что-то продается по чуть-чуть. Вот так. Пришли покушать. Заказали какие-то блюда. Сейчас ждем, что нам принесут. Тут прям на столе уже сразу стоит холодная водичка. Если кто-то хочет покушать. Это называется хандегеми. Вот здесь всякое, ну получается, блюдо корейской кухни. Я заказала вот это. Чикен терияки. А Тёма заказал вот это. Это кубический стейк. Ну, я не знаю, стейк, нарезанный кубиками. В общем, ждем, теперь посмотрим, как это будет выглядеть и через сколько нам это все принесут. Принесли еду, та-дам. Но мы на самом деле запутались. В общем, мы ей говорим, а у нас нету ложечек, палочек. Она приносит полную охапку ложек и говорит, как же, все есть. Мы не привыкли, здесь, оказывается, все в столе лежит. А мы, в общем, зря официантку задергали. Вот. Ну, вот такая красота у меня. Вот такая красота тут у Тёмы. И каждому дали еще по тарелочке бульона. И вот это закуски. Тут редька и острые перчики. Приятного аппетита. Все, мы покушали. Вышли дальше погулять. Мне вот такие желешки принесли. Я сейчас буду пробовать. Давай. И делись своими Йогуртную впечатлениями. соску попробовать. Давай. Пробуй. Я в процессе.
Машина. А, это суфле. Суфле? Вот. Такой симпатичный. Давай. Ну это его он такой, как жвачка. Ну как? Жуется. Жуется? Сладкий? Хорошо. Вкусно. Там начинка. Что-то брызнуло? Хорошо. Тут зефирка. Супер. Заселились в отель. Вот это вид из окна. Наверное, не самый презентабельный, но, как ни странно, мы находимся прямо в центре Пусана. То есть это вот такой здесь вид из окна. Можно здесь отодвинуть сетку и даже открыть оконце, насколько я понимаю. Ага, вот так, только чуть-чуть. Вот это у нас вид из окна. Сейчас покажу сам номер, какой у нас здесь. Мне кажется, я окно теперь плохо закрыла. Так, значит, вот это наш двухместный номер. Ну, мы пока тут не успели еще сильно обжиться, скажем так, мы только зашли. Вот так вот здесь все стоит. Чай, тут холодильник, в холодильнике 2 бутылки воды, тапочки. Все как положено, но обычный такой маленький отельчик. Ремонт здесь средней потрепанности такой. Приличный. Вот так зеркало большое есть. Это я. Теперь у меня вот такая прическа. Значит, что было интересного? Вот это все, что здесь свет горит, кондиционер работает, еще вода течет, потому что мы вставили вот сюда карточки. Если их вытаскиваешь, то вот это все выключится, потому что подумает, что нас нет дома. Потом вставляешь. Кондиционер обратно теперь не включается, я все поломала. Ладно, это туалет. Ой, что-то уронила. Ага, туалет включился. В общем, это туалет. Сейчас кто-то пришел. Это ты позвонил в звонок? Да. Я думаю, что за звук? А я разобралась, как свет включать. Оказывается, надо было карточки вставить, иначе он не включался. И кондиционер, и телевизор, да. И... Вот снимаю сейчас. Вот это, значит, туалет. У нас раковина здесь, мыльца, крем... Нет, что это? Гель для душа, шампунька. Здесь еще стаканчики есть. Фен. Вот это туалет с биде. Я еще не знаю, как это работает. Мы о нем много слышали, но еще не пробовали. И душевая кабинка. Вот так выглядит все. Вот здесь мы останемся на 1 день, а потом поедем в другой отель, поближе к пляжу, где мы собираемся плавать. Вот так. Тёма сходил за вещами, теперь лежит на кровати. Тёма, как твои впечатления? Как тебе отельчик? Отель, да, очень крутой, мне нравится. Супер. Здесь, знаешь, сколько такой отель стоит за ночь? 6 тысяч. Рублей? Да. Какой кошмар. За 6 тысяч рублей можно было что-то и получше. Ну, в общем, вот. Ну, вот тут обои, видите, чуть-чуть сдуваются. Всякое разное такое. Это, значит, Ибис Хотель называется. Все, Диме Киму скинул наш адрес. Да, мы сегодня, возможно, встретимся с Димой Кимом и Викой Ким тоже. Да. Вот так. Пока все. Если что-то еще, как всегда, я обязательно сниму. Я не успела. Сейчас по телевизору новости показывают. Ну, вы видите, да, кто здесь? Он тут сейчас речь толкал, а я не успела камеру включить. Показывают Россию. Ракеты и армию. Я думаю, что корейцы думают, что мы очень страшные, судя по новостям. Какие ведущие красивые. Вот так. Я вас на видео снимаю, ребята, помашите. Так, время 1:02 почти ночи. Мы погуляли с Викой и Димой и идем домой. Попали немножко под дождик кислотный. Нам сказали, что у нас выпадут все волосы. Не знаю, правда или нет, но в итоге выяснилось, что дождик-то ничего страшного. А вот что вода здесь из-под крана течет такая, что почему-то у людей волосы выпадать со временем начинают. Но посмотрим. Мне кажется, что все-таки это потому, что люди здесь очень тяжело работают, много нервничают и, в принципе, начинают болеть. Еще когда ты много соджу пьешь. Ну да, и соджу пьют, и курят здесь многие, поэтому, как бы, может быть, вот поэтому.
Первый день в Пусане окончен. Мы хорошо покушали сегодня самгёпсаль, еще сходили. В общем, нам все понравилось. Спокойной ночи. Увидимся завтра. День второй. Мы проснулись и приехали завтракать. А после завтрака поедем в другой отель. Мы приехали в русский район Пусан. Вот это тут какой-то известный ресторан Техас с русской кухней. Ну вот видите, да, вывески на русском есть всякие. Вот здесь вот такие вот еще штуки всякие есть. В общем, попробуем, покажем еду, что здесь покушаем. Покушали. Я взяла блинчик со сгущенкой. Тёма поел салат Цезарь. В общем, если соскучимся по русской кухне, то тут точно есть куда сходить. Вот, Чайнатаун за мной еще есть. В общем, интересно, но мы еще не успели соскучиться особо, поэтому мы когда увидели вот это меню, типа солянка, борщ, там, не знаю, салат оливье, мы такие, что брать здесь? Мы даже в России такое как бы не ели в кафешках, потому что ты можешь это дома поесть. А здесь дома такое не поешь, а вот в кафешке можно. Вот так. Так, это мы проезжаем порт Пусана. Вот так он выглядит. Все, уже ничего не видно. В общем, пошел дождик. Вроде только светило солнышко. И пошел дождик. И непонятно, какая погода будет дальше. Но мы надеемся на что-то хорошее. Вот такие тучки тут темные. Заселились в отель. Точно такой же отель, но немножко более бюджетный номер, поэтому здесь вот так. Это туалет. Сейчас я туда еще не заглядывала. О, здесь тоже это биде есть. Оно стреляется водой за километр, мы его боимся вообще. Вот такая вот стеночка тут красивая. Кровать. Кровать, кстати, в прошлом номере была такая удобная, что я сегодня утром вообще вставать не хотела. И теперь киндер-сюрприз. Вид из окна. Так, это я закрываю. Это я открываю. Что у нас тут будет видно? Парковка. Замечательно. Мы додумали, у нас будет вид на море. Ну нет. Ладно. В общем, вот такой у нас вид из окна. А, подождите, вон море. У нас вид на море. И на стройку, и на парковку. Все сразу. Ну, вообще красота, конечно. Вот. Потом тут чай, кофе, чайник, чашечки красивые. Каналы какие тут есть по телевизору. Тапочки. Ну, в общем, все как должно быть в обычном приличном отеле. Вот. А вчера мы ходили в гости к друзьям, и у них в номере были следы рук вот здесь на изголовье кровати, и как-то все так некрасиво и нечисто. Вот. Ладно, в общем, мы всем довольны. Смотрите, я окно открыла. Это море. Видно море. Там еще какой-то памятник стоит. И пробку видно. Мы сюда ехали, кстати, часа 3. Нам надо было проехать всего 8 километров до сюда, но мы ехали часа 3. Потому что очень большие пробки. Сейчас все сюда на отпуск приехали, и совсем-совсем тяжело проехать. Вот, поэтому мы сменили, получается, вот второй отель. Первый был подальше, а второй поближе к морю, потому что они с 2 числа дешевле были, а 1 числа очень дорого было. Вот еще видели небоскреб какой, прям в облако заходит. Вот так вот. В общем, нам все нравится пока что. Надо теперь купить мне купальник, потому что здесь ходят все люди в закрытых купальниках, а у меня такого нету.
и можно будет пойти на море. Мне еще нравится, сегодня не так солнечно. Мы забыли солнцезащитный крем дома, а без него здесь нельзя. Тоже, а то мы сгорим. Вот, а сегодня облачно, и мне кажется, самое то. На улице жара, несмотря на облака. У нас обычно, когда такие облака, холодно, а здесь прям жарище. Взяла чайник, буду делать чай. Чай у нас здесь из коричневого риса и зеленого чая и кофе. Обычный Нескафе, но вот здесь сбоку можно посмотреть, написано «Наман мидо саранге», «Верь только мне, я тебя люблю». Вот такие милые тут кофеечки. В общем, поесть у нас тоже всякое тут есть. Еще у Тёмы сосиска в рюкзаке лежит. Надо достать. Здесь, в общем, в магазине можно купить сосиски поштучно. Если проголодался, очень хочешь съесть сосиску. Вот такая вот сосиска на палочке у нас есть. Так что вечером, если проголодаемся, у нас будет что захомячить. Дорога на пляж. Купаться, может, нельзя, но выпить до берега всегда можно. А тут ночью вон там такой движняк. С той стороны. Ой. Ты смотри, чтобы мне юбку не задувало, такой ветер. Да, вообще отлично. Я тоже переобулся, мне вообще по-другому. Да, сразу так хорошо. Вчера в этих ходил плоских. Какая тропинка. Просто на машине. Те, кто помнит, дома, наверное, сюда надо. Да? Местные дела не светят. Сейчас я споткнусь тут. Некрасиво считать. Тут обойдем. Вау, красота какая. Ладно, будем скоро пробовать воду. Песок чистый, очень. Идти приятно. А вот это море. Вот это волны тут. Кошмар, я потону. О, холодно. Спасатели свистят изо всех сил, чтобы люди не заходили. Буйки очень-очень близко. То есть здесь прям куча спасателей. Они вон там ездят на этих лодочках. Смотрят, чтобы никто нигде случайно не потонул. Волны сильные. Красота какая. Ой, какая холодная. И вон там какая красота. И не глубоко не светит, чтобы не заплыли, сразу свистит. Потому что волны сегодня опасные.
так вот. Здесь людей поменьше. Прям вообще вот это место. Тёма. Тёма, а меня поснимай, пожалуйста. Скажи что-нибудь интересное. Меня вряд ли слышно. Меня вряд ли слышно. Я дублирую, что ты говоришь. Давай. Я покакала. Погода хорошая. Но надо еще. Что ты там потом говоришь? Погода хорошая. Ага. Дальше. Супер. Мы вернулись с пляжа. Мы не купались, но немножко все равно сейчас испачкались в песке, поэтому приняли душ. Да, ничего не забыли. И сейчас идем гулять. Я с мокрой головой. Не успела высушиться. Здесь все очень быстро происходит. Мы тормозим. Не успеваем за всеми. Вот, сейчас пойдем гулять. Тёма у нас очень красивый. Как всегда. Угу. Надо не забывать. Для белки вот покажу. В общем, вот такая будка. Там сидят 3 тетеньки. И они гадают на таро, еще как-то. В общем, корейские гадалки сидят. Можно у них за денежку погадаться. Прикольно. Людей очень много. Снимать тяжело. Вот такое вот место здесь. Ну и еще, конечно же, вот такие вот будочки тоже есть. Тёма купил мне клубничку в карамели. Спасибо. Попробуй скажи там. Угу. Очень вкусно. Спасибо. Мы пришли на улочку, где продают всякую вкуснятину. Вот там в кляре жарят. Вот тут продают всякие сосиски, ток с сосисками и картошку в виде спиральки. Всякие шашлычки маленькие. Здесь рыбу готовят, которую прямо из аквариума достают. Да, это похоже на электрического угря. Угу. Здесь просто что-то продают. Мы уже закрылись, наверное. Еще какие-то морепродукты. В Пусане вообще морепродукты дешевые. Я таких рыб даже никогда в жизни не видела раньше. Да там кого только нет. Все такие страшные, такие все. Как будто кто-то что-то от кого-то кусок как будто оторвали. Вон там какие-то красные конечности, как будто вообще страшные. Рыба. Рыба, да, живая, вон плавает. Вот здесь всякое готовят тоже. Можно сфотографироваться. Сушеные. Ой, их прям живьем разделывают, там кошмар. Снеки всякие. О, вот это тут рыбы всякие. Страшнючие такие. Вот там Саймон. Там у них Саймон был. Фотка. Типа он тут фоткался или что? Носки продают внезапно. В общем, все вперемешку здесь. Такая штука тут есть. Я не представляю. Это, наверное, за лапшой не видно просто ручку. А я думаю, что за магия? Как это так работает? Смешно. Много всего. Так, глаза разбегаются. Смотрите, какие страшные тут штуки. Всех можно приготовить и съесть. Он шевелится. Кошмар. А его еще живьем разделывают, еще и живьем съесть можно. Вот здесь жарят оладушки корейские из разных ингредиентов. Я не знаю, я просто не успеваю даже все снимать. Вот здесь фрукты. Фруктовый магазин. Овощной напротив. Все такое красивое. Но людей действительно очень много здесь, потому что сейчас у всех отпуска. Все сюда приехали. О, живые креветки и крабы. Привет!
креветки. И вон еще крабы. Краба видела живого? Кальмары, да, я тут всех снимаю, тут хожу. А это кто это? Осьминог? Нет, кальмар. Кальмар же, да? Так. Кошмар. Кого тут только нет. А это вот кто здесь из знаменитостей кушал. Надо будет потом повнимательнее поразглядывать. Цветочный магазин. Ну так просто, как бы. Вот вы идете, кушаете, и вдруг вам захотелось купить себе цветочки. Такое тоже можно. А вот если большая очередь такая из людей, значит это какое-то известное место, и люди специально сюда очередь стоят. Ой-ой-ой, чтобы покушать. Это, видимо, такое место какое-то. Но мы пойдем дальше. То долго стоять не хочется. Здесь, кстати, тоже много гадалок. Вот мы уже 2, наверное, таких ларечка прошли с гадалками. Еще фрукты, обувь. Почему бы нет? Одежда еще здесь. О, мне, кстати, купальник до сих пор не купили. И все, и улочка наконец-то закончилась, потому что уже давно пора было. Шли на улочку потише, но это все еще район Хэунде. Вот этот пляж прямо за нами получается, и слева улочка, где мы все кушать. Что можно покушать, смотрели. В итоге мы там ничего не взяли, конечно, вот, но мы все еще в поисках, чего бы такого закусить. Мы пришли в какое-то кафе, где подают много морепродуктов. Вот это белые листочки на стенах, вот здесь и вон там. И вот еще над нами. Это автографы знаменитостей, которые здесь были. Например, вот что-нибудь я увижу, если... Oh My Girl. Я не знаю, что это за группа, наверное, какая-то женская. Вот так. Смотрю и не заметила, а здесь были Экса. Мы просто только сейчас поняли. Я не знаю, чьи это автографы, но вот, видимо, они здесь были. Я еще не вижу, сколько вот там их много. Знаете. Кто там наоставлял автографы? Ни один не узнаю, но очень много. Принесли наши закуски. Я буду показывать от менее интересного к более интересному. Значит, у нас есть водоросли, горошек, кимчи. Что это? Какая-то редька. Здесь рис. Здесь просто салатик с макаронами. Салат с макаронами, ладно. И тараканы. Ну ладно, не тараканы, шелкопряды. У нас кто-нибудь ест такое? У нас никто такое даже не ест. Тёма не пробовал. Тёма, значит, будет пробовать. Попробуешь? Да. Но мы потом... Они соленые. Сейчас. Они вонючие. Тёма, тебя... Вот, чтобы видно было. Тёма попробует сейчас. Да, прям разжуй. Блин, он так еще похож на жука. И он пахнет тараканами. Это шелкопряды. Молодые. Спасибо. Меня сейчас пугает. Не-не-не, попробуй. Я ела. О, ну как? Соленый очень, да? Нормально. Вкусно? Не, не вкусно. Да, они не очень вкусные. Люди их обычно с пивом едят. Это старшие. Потому что молодежь, ну, все-таки все плюются в основном от такого. Никогда в жизни не ешь шелкопряда. Они продаются в консервных банках, и их можно еще, говорят, с сахаром обжаривать, чтобы было вкусно. Но я не знаю, честно говоря. Видочек такой, давайте я поближе покажу. Вот так, чтобы прям... В общем, ждем основное блюдо. Принесли наш суп и пульгоги. Пульгоги аж кипящие прям принесли. А это морепродукты. Тут сосиски, креветки, ракушки, грибочки и сырочек. Вот, приятного аппетита. Наше блюдо почти готово. То есть нам все принесли свежим, сырым, и оно прям при нас вот здесь сварилось. А мы тем временем уже доели пульгоги. Теперь ждем морепродуктов. Всякие разные ракушечки, креветочки плавают, сосиски еще и рамен. Здесь совсем по-другому. Очень красиво. Все так светится.
Ну, прям красота. Мы вкусно покушали, остренько. Такие вкусные морепродукты свежие я никогда в жизни не ела раньше. Здесь еще больше людей. Это опять улица, где много всяких страшных чудовищ. Здесь еще интересно, если кафешку показывали по телевизору, они вот так вот вывешивают, что смотрите, нас показывали такого-то числа в такой-то передаче. Мы известные, заходите к нам. Вот так. Но ночью прям красиво. И осьминога на шпажке. Нам вон его там жарят. Смотрите, как жарят здесь все. Вау. Вкусно. Он будет, наверное, горячий-горячий. И можно выбрать любой соус. И вот они лежат, варианты, что можно обжарить. Всякие разные. Красота. Интересно, будет вкусно или нет? Как у них палочки не сгорают, интересно. Они так сильно жарят. О, прям копченый получается. После того, как мы отошли, там куча народу в очереди. Вот такая вот штучка получилась. Будем пробовать, как это на вкус. Пока не знаю. Ты снимаешь, Тём? Сейчас буду пробовать. Мукбан. Аккуратнее, горячий. Снежка мне не нравится вообще. Она просто чуть-чуть жевательная, а как она? Очень вкусно. Не горячая. Вот так же. Я же снимала вот так. Ты так снимал? Вкусно? Очень вкусный, да, сочный. Прикольно, когда они... Внезапно столпотворение людей возле главной улицы, и мы не понимаем, почему столько людей. Они там все стоят, кричат, аплодируют. Тёма, ты высокий, может, ты вот так видишь? Нет, спасибо. Может, у тебя получится? Ничего не видно. Ничего не видно, что там происходит. Но мы покушали, купили еще... сейчас я не покажу. Тёма, подержи, пожалуйста. Вот так, подержи. Подержи. Сейчас я покажу. Подержи. Да, вот, корейские печенья. Они такие мягенькие и сладкие. Будем потом тоже дома пробовать. Это традиционные печенья. Да. Они даже на столы, когда свадьбы, у них поминки, вот это, они ставят. То есть это как традиционные. Потом, когда я в одно время их таскала, они же такие еще маленькие, точно такие же, только маленькие. И я их таскала, когда на работу, угостила одного фандука, он говорит, это же наше печенье. Я говорю, я знаю. Он говорит, фандук их любят. Я говорю, я знаю. У нас они везде, когда там день рождения, свадьбы. Что там такое, непонятно. Все хлопают, а что они там видят? Кто-то танцует, что ли, или что там, не ясно. Что-то разглядели, там поднимают человека в костюме Супермена. Скорее всего, это какие-то конкурсы, и вот человеку там надо устоять, равновесие удержать, вот. У него еще какие-то ножи там, выглядит опасно. Ой-ой-ой, он их кидает. Это мы увидели, да? Вот это да. Вот это у них тут развлечение. Посмотрите, сколько здесь людей вечером. Это вот самый-самый такой, как это, район для отдыха в Пусане, возле моря, да, и вот
все приехали на отпуск. Ну и в принципе, мне кажется, здесь ночью тихо не бывает вообще. Чего тут только нет. И казино даже есть. А вот с той лягушкой мы фоткались сегодня. Фонтан. Сниму. Сейчас только что здесь кей-поп играл, и теперь вот так вот. Очень резкая перемена. О, красиво как. Русские песни вообще, походу, не играют. Русские песни? Нет, конечно. А еще мы зашли в магазин, и Тёма мне маленькое колечко подарил. Сейчас, не видно. Вот оно так блестит красиво, но его не видно. Вот. Вот так. Идем дальше.